Многие говорят, что если найдешь любимое дело, то ни одного дня работать не будешь. Как думаете, это вообще возможно? За что бы ты ни взялся, у тебя начинает, когда получаться, то тебе нравится просто сам процесс, что у тебя получается. Ну, все были в такой ситуации, что вот они там за что-то взялись, у них получается, ну и кайф. Вот ты хочешь продолжать, хочешь нарастить, да, хочешь, а еще вот это. И у тебя, если еще получается, ну, если у тебя там 15% не получается, а 85% получается, то отлично, ты хочешь продолжать, а эти 15%, когда не получается, ну, это даже такой вот разжигает, ну, такой запал, адреналин, что вот так, сейчас еще раз попробую. И вот, и тебе нравится, да, и вот ты уже можно назвать, что типа вот любишь. Но начало-то совершенно другое было. Получаться более важно, чем любить. Любишь ты то, что у тебя получается. Тогда резонный вопрос, как найти то, что получается? Охренеть. Ну попробуй вот это, руку туда всунь, туда, с этими. И останься с теми в том месте, где у тебя получается. Это эксперимент. Игорь, а может такой эксперимент продлиться всю жизнь и в итоге ничего не найдешь? Дело в том, что некоторые люди, делая эксперименты, увлекаются ролью экспериментатора. В России это очень поощрялось в Советском Союзе, да? Воспитывались как, ну, такие экспериментаторы по жизни. То есть их вообще не волнует, чтобы у них случилось что-то дельное, да? Они тренируются быть всегда экспериментаторами. Даже если у них начало в чем-то получаться, они заканчивают тренироваться в этой области. Они говорят, все, начало же получаться, все, фиксируем, идем, ищем дальше следующую область. Ну подожди, если ты нащупал и у тебя там начало получаться, останься здесь и расширяй, и кайфуй. Если нет, найди следующую зону. Вот я, например, занимаюсь уже год своим бизнесом последним, и у меня не получается достичь тех результатов, которые я планировал. Как поступить? Бросить надо и побежать дальше что-то делать, или надо дожать до конца? Сейчас продолжить зону точечных экспериментов, ну, вот, эксперименты продолжить в той, в принципе, area, в том регионе, где ты находишься. Все. Брать те, которые резонируют, стреляют, и все. И отключить раннее ожидание, что это вдруг почему-то должно соответствовать 200 миллионов долларов и той херне, которую ты тут себе нагородил. Просто отключить. Сверять следующую. Если это кратно или какие-то, ну, существенные такие иксы, да, к тому, что вчера, да, вот эти пички смотреть. Потому что, смотри, на фоне того, что ты сказал, все твои успехи — ноль. Ты их просто, получается, ты сделал такую систему в один момент, что ты их девальвируешь. Знакомый 35 лет, он очень давно занимается юридическим бизнесом, и вот он в 35 вдруг понимает, что это все не его, юридический бизнес вообще ему не нравится, и успехов больших там нет, и хочет быть маркетологом. Как вы думаете, не ошибка ли это, потому что люди в его возрасте уже добились огромных успехов, а он только начинает с самого нуля? Я взял статистику мировую. 46 лет средний возраст стартаперов в мире. Ну, стартаперов — это, ну, не стартаперов, а вот тех, кто создал новую компанию. Среди людей, которые создали клевые, суперские произведения там, в театре, в кино, в основном преобладают, ну, зрелые мужчины и женщины. Да. Многие из них не были никогда в этой области. Парень, которым я познакомился вот сейчас на предпринимательском форуме, который юридическую фирму основал, который 3 миллиарда уже выручки, вот такой вот рост, он вообще не юрист. Он говорит, я наблюдал за болью, ну, людей, которые используют услуги юристов. Я сам пытался воспользоваться услугами юристов. Поэтому я создал компанию, которая берет супер-мега профессионала, который получает 1 000 000 рублей в месяц зарплаты,
И он одного профика шерит на, ну, условно, на 50 запросов. Там сейчас будет очень тесно, там будет полная пересборка. Молодец. Молодец твой друг, что он, ну, как бы почувствовал, что надо попробовать что-то другое. Идет, пробует. Слушай, может, это будет не маркетинг в результате, там, а еще что-то. Но главное, он почувствовал, идет, пробует. Гигантское количество примеров. Более того, из тех, кто остается, ему не нравится, а он остается, вот, там, буду жрать солому, траву, буду испытывать какие-то вот такие вот чувства, но вот останусь, дожму и так далее. Слушай, это ключ к несчастью, к болезням, к алкоголизму, к наркомании, антидепрессантам. То есть все человеческие пороки возникают именно в зоне, когда дело перестает тебя питать и давать тебе смысл. Все, точка. Возникает полный раздрай, и ты ищешь в химических заменителях, в алкоголе, в каких-то извращениях или в чем-то этом, ну, как бы, то, что тебя будет питать. Но это все, это сублимация. Есть там, например, какие-то профориентационные тесты, еще что-то. Как вы вообще относитесь к таким вот профориентационным тестам, этим рабочий ли это инструмент? Единственное, где профориентационные тесты применимы, это для, может быть, взрослых людей. То есть для тех, кто все-таки дошел до точки, где ему, ну, он хочет сменить область деятельности, но он настолько много времени провел в предыдущей деятельности, что у него нет идей. Познакомиться, какие еще бывают направления, чтобы выбрать другую профессию, на которой переобучиться. Для взрослых. Для детей ни в коем случае. Только поощрение экспериментального. Пробую очень много. Для детей это супер, мега, органично. Дети не имеют багажа вот этого, ну, какого-то паттерна, поэтому не надо в них засаживать. То есть они не имеют, не надо в них засаживать какой-то паттерн. Через тест выяснять, о, это гуманитарий. Для детей и для юношей исключительно экспериментальный способ. Чем больше попробовано и так далее. А профориентация только для взрослых. Часто бывает такое, что дело приносит дивиденды, большой доход, но уже давным-давно не приносит удовольствия. Что вы можете порекомендовать таким людям? Ну, я говорю, когда дело превращается из того, что тебя питало и давало смысл, превращается это дело в то, что тебя пытает и не предлагает никакого смысла, в этот момент человек чувствует гигантское опустошение. Он вынужден его компенсировать. Любая компенсация возможна, но мы очень стойкие как люди, мы можем выдержать многое, но за это приходится платить слишком дорого своим будущим. Здоровьем физическим, здоровьем психологическим, здоровьем эмоциональным, репутацией в обществе, нашими отношениями на работе, нашими отношениями в семье, нашим внутренним состоянием. Всем придется заплатить. И денег становится меньше. Классицизм воспитания — либо остаться и страдать, либо сделать побег и там случится. На самом деле там случается та же самое страдание. От себя не убежишь. Ты себя с собой носишь. Поэтому там, где ты носишь с собой ауру проживания, которую формируешь. И поэтому искреннее ощущение, что тебе плохо, тебе что-то не так, это всего лишь сигнал, черт побери, просто сигнал, что надо что-то поменять. Каждый заслуживает хорошее отношение в семье, хорошее отношение к делу, питающее отношение, смысловое, хорошее отношение в обществе, репутацию. Каждый заслуживает. И то, у кого этого нет, испытывает гигантское несчастье при любом количестве денег.